Всем привет! Давайте подтягивайтесь, я вас жду. Будем с вами решать снова задачи. Что-нибудь сейчас придумаю. А может быть, вы мне напишите какие-нибудь задачи. Те, кто не был со мной на предыдущих занятиях, кто только-только присоединился, расскажу, что мы с вами говорим на языке Эстель. Мы берем обозначения цифровые от Эстель, потому что они как бы более понятны, потому что многие используют именно эти цифровые обозначения. Да? Некоторые, все-таки большинство используют эти палитры, эти красители. Поэтому Эстель, на языке Эстель. Я не работаю на Эстель, я беру просто эти цифры, то есть эту нумерацию, для того, чтобы с вами говорить на одном языке. Поэтому те, кто не работает, просто переводите. Еще раз могу напомнить вам, те, кто у нас только присоединился, значит, 0 это натуральный у нас, 1 это пепел, 2 это зеленый, 3 это золото, 4 это медь, 5 это красный, 6 это фиолетовый, 7 это коричневый, 8 это светло-фиолетовый. Вы можете для себя это записать, для того, чтобы понимать сейчас, о чем мы с вами говорим. Это у нас вторая часть за сегодняшний день эфира. Как всегда, я прошу вас ставить мне лайки. Те, кто присоединился только сейчас, подписываться на канал. У нас с вами прошел большой тренинг по колористике. Этот тренинг у нас с вами на гид-курсе. Он сейчас в доступе. Пожалуйста, кому понятно мои объяснения, как я даю, кому нравятся мои объяснения, добро пожаловать, переходите и приобретайте уроки. Там помимо колористики есть еще все о филировках. То есть у нас создание текстуры, большой тренинг у нас тоже был с девочками. И плюс еще много стрижек. Стрижки все можно приобрести по отдельности. Которые понравятся, такую вы выбираете себе и приобретаете. Тренинг наш по колористике занимает около 30 астрономических часов. Это очень много. Информации даю очень много. Мы с вами разбираем не без привязки к бренду, как правило. Проверьте ответы на задачи второго урока. Да, хорошо, Настя, проверю. А мне кажется, я уже вам написала ответ. Проверю. Хорошо. На чем я остановилась? Про задачи. Да, про ответы на вопросы. Мне кажется, Настя, я уже ответила вам на них. Написала. Проверьте у себя, пожалуйста, в ответах. Пожалуйста, те, кто был на тренинге, я жду от вас решения задач. Еще раз напомню, не задача, а домашнего задания и задач, соответственно, в том числе. Потому что только по тому, как вы решите, да, мне ответите на вопросы на днях. Хорошо. То, что вы мне ответите, от этого будет и зависеть получение сертификата. Да, сертификат о том, что вы закончили курс колористики. Так что я вас прошу все-таки не тянуть мне с решениями задач, да, с ответами на вопросы, потому что это действительно нужно. Это нужно не только мне, это нужно вам. Задаю вопросы именно те, которые по пройденному материалу. Никакие от балды вопросы я на логику вам не задаю. Именно то, что мы с вами проходили, то я вас и спрашивала. Почему конкретно эти вопросы я вам задаю? Потому что именно это вы должны запомнить. Да, то есть это основные факты, которые вы должны запомнить. Вот. Ну все, я думаю, что мы с вами по ходу еще там подтянутся. Вы решили, какую мы с вами задачу будем? Будете мне какую-то задачу писать от себя?
которую я буду разбирать сейчас вместе с вами, или мне снова придумать какую-нибудь задачу новую? Напишите, пожалуйста, какую вы хотите задачу, чтобы я с вами сейчас разобрала. Потому что я могу, естественно, свою что-нибудь придумать, вы можете дать мне свою, если у вас какие-то есть трудности, и мы сейчас ее быстренько с вами разберем. Который часто встречается. У нас, как правило, чаще всего встречается то, что неровный фон осветления. Да? Это если люди красятся спецблондом. Это часто встречаемая такая как бы проблема. Но теперь это не проблема, вы все знаете, как с этим бороться. Да, мы знаем прекрасно, что, в принципе, краситель краску не осветляет, вы помните. Но мы с вами доказали и знаем, что краска краску осветляет. И мы можем на этом, конечно же, сыграть. Поэтому самая частая, как правило, проблема – это что у нас бывает? Засветленный корень, да? Непрокрашенная седина. Дальше вот этот вот переход, который у нас получается после спецблонда, вот очень желтая полоса. Или, например, допустим, многие хотят покраситься в светлый цвет, а выбирают красители 10 уровня, что опять же не дотягивает. Седыми волосами, процентов 80. Ангелин, вообще не вопрос. Сейчас я разберу с вами, естественно, процентов 80 с сединой. Но вы понимаете, что для седины, вот именно вот проблема с сединой, это как бы несложная задача, наоборот. Самое сложное у нас все-таки спецблонды. А вот с этим, вот так как у нас никто не умеет ими работать, вот эта вот задача самая сложная. Получается полосатость и так далее. Вот. Но задачу с сединой, естественно, мы сейчас с вами разберем. Давайте задачу с сединой. 80%. И, значит, соответственно, когда мы говорим с вами 80%, так, а вот здесь Татьяна, мне что-то простое. Натуральная база шестерка по всей длине и желание затемнения корней. Постепенная растяжка до 10 уровня. Это вообще не проблема. Делайте AirTouch. Татьяна, делайте AirTouch, у вас уже плавный переход. Понимаете, AirTouch это у нас с вами бесшовное мелирование, которое мы с вами можем с помощью него вывести в более светлый цвет. То есть у корней вы потом просто тонируете, да? Так, никогда не работала со спецблондом, не понимаю, зачем они нужны. Соглар. Спецблонд это прекрасный краситель, да, он не только осветляет, он еще и сразу же и тонирует. У него двойное назначение. То есть спецблонд это прекрасный краситель. И все-таки идет разрушение волоса после него меньше, чем после порошка. Вы это тоже должны понимать. Мы помним с вами, когда мы проходили, разбирали составы спецблондов и порошков, вы помните, что в спецблонде у нас с вами один персульфат, правильно? А в порошках у нас 2-3 персульфата, ну, как правило, 3 персульфата идет. И от этого мощность зависит. Ну, поэтому что больше разрушает? Не окислитель разрушает волос, а именно персульфаты. И чем больше персульфатов у нас находится в составе красителя, тем больше у нас идет разрушение волоса. Если вы никогда не работали со спецблондом, Соглар, значит, соответственно, вы обесцвечиваете и тонируете. Вопрос такой, всем ли это надо? Если мы хотим получить чистые цвета на уровне десятки, то, конечно, только исключительно тогда обесцвечивание и тонирование. Если ваша клиентка готова все-таки остановиться на более натуральных цветах, это, например, допустим, 9 уровень, 9,5 уровень, то мы с вами прекрасно сработать можем спецблондом. То есть он прекрасно работает и поднимает нам до этих уровней. Поэтому спецблонды это очень хорошие красители. Я думаю, что все у вас получится. Вы просто можете попробовать. У нас с вами всегда есть шанс
если вы не дотянете, потому что, во-первых, вы должны понять, на каком вы работаете красители, да. Я уже говорила на своих уроках о том, что, конечно же, лучше всего осветляют немецкие красители, спецблонды немецкого производства. А все остальное, там итальянские, там еще что-то, они более слабые, скажем так, они не дотягивают. Хотя, конечно, заявляет Голландия, что у нас тоже оно хорошо осветляет. Вот по поводу Голландии я какой-то пробовала. Нет, Голландия не пробовала вообще спецблонд, а пробовала Финляндия. Но, если честно, все равно не дотягивает. Не срабатывает так, как работают все-таки немецкие спецблонды. Поэтому смотрите, вы можете попробовать, предупредив клиента, что, возможно, потребуется дополнительное тонирование для того, чтобы выровнять тон, потому что вы переводите его в спецблонд. Да? И таким вот образом мы с вами можем сыграть именно на этом переходе. То есть если мы с вами переводим из Total блонда в спецблонд, то, естественно, мы сначала красим спецблондом, потом делаем препигментацию, потом мы с вами тонируем уже по всему полотну. Да, то же самое мы с вами делаем, если вы не дотянули на корнях. Вот спецблонд вы увидели, что он не дотягивает, поэтому при тонировании мы можем с вами взять 6 и 9% оксид. Нанести опять же на корни, да, с краской уже нужной вам, вот мы решали на том уроке, помните, и что мы с вами при тонировании также можем с большим процентом оксида можем поднять еще. И тогда будет более ровное, опять же, тонирование, фон тонирования. Поэтому всегда можно уже дальше доработать, потому что когда вы осветляете спецблондом, вы видите результат, и дальше уже думаете, что с этим делать. Тонирование еще можно поднять при тонировании еще на 1-2 уровня. Читайте, да, смотрите в этом тренинге, который я вам давала по спецблонду, я там все это подробно рассказываю. Осветление черной пастой пробовали. Так, маску наносила на свои осветленные волосы. Очень хорошая. Угу. Так, осветление черной пастой. Я пробовала осветление черной пастой. Забыла, как называется итальянский бренд. Да, я пробовала осветление черной пастой. Не помню, как он называется уже. Но это, в общем, не суть. Да, она и делает более нейтральным оттенок. То есть она придает сразу более холодный как бы цвет. И она, да, на ранее окрашенных волосах тоже работает. И также на натуральных она работает. Но все равно, получается, она немножко не дотянула. Мы, помню, выходили, делали то ли типа балаяж, то ли типа блики какие-то. Мы хотели сразу получить холодный. Немного не дотянула. А так, да, черная паста неплохая. В ней содержится уже достаточное количество вот этих синих пигментов, которые уходят на нейтрализацию. Поэтому... Да, итальянская, да. Название, Таня, напишите, я потому что не помню. Но я ходила к ним, и мы там тестировали. Я специально к ним ходила на обучение, чтобы протестировать все вот это и понять, может быть, я хочу что-то для себя оттуда взять. Но ничего не взяла, потому что пока осталась на своем Gold Valley, мне нравится, как он работает больше. А вот по поводу всяких осветляющих порошков, сейчас же многие у нас бренды сделали и черные осветляющие порошки. Я вот взяла тоже от Кастан Дела это черный порошок, хочу его протестировать, потому что все заявляют, что прям прекрасно работает. Так что мы с вами все это увидим, я протестирую, вам, естественно, все это выложу. Вот только сейчас его купила, потому что я на нем не работаю. Мне все-таки нравится, если спрашивают, кто на каком порошке я работаю на порошках, я работаю Goldwell порошок, я работаю Matrix порошок, и мне понравился Лондо порошок с плексами. Вот поэтому кто там мне писал в том вебинаре по поводу не сожжется ли кожа головы, да, я на кожу головы наношу исключительно 6%, если я беру порошок. И сюда я уже в этот порошок
могу все равно, даже помимо того, что он с плексами, добавить кератин. То есть я работаю еще с кератином. Все ссылки, если там мы говорим с вами об этом кератине, я вам тоже оставила внизу под описанием. То есть кому надо, можете зайти тоже его приобрести. То есть он в доступе, не я им торгую, не я его произвожу. У нас это кератин РФ, там Лауна Лапова или Лавит, что ли она сейчас Professional называется. Сменили название свое. Но именно могу сказать уже, так как я использую кератин и коллагены от этого бренда уже не первый день, и могу реально сказать, что без него цвет, без кератина смывается быстрее при тонировании. Когда вот вы красите, тонируете, я всегда добавляю кератин туда. И если без него, то цвет вымывается быстрее. То есть вот реально работает, так что, но не забывайте о том, что это не бесплатная процедура. Вы, когда добавляете в краску капельки, это плюс еще дополнительное. Лисап Милана. Нет, какой-то другой бренд был. Ну, вы знаете, что итальянцы повторяют друг у друга все, поэтому тут уже не важно, а приблизительно у них на одном уровне идет бренды. Идут на одном уровне приблизительно. Так, ну что, давайте теперь решать задачу. Значит, кто-то там мне предлагал на 6-м уровне. Я с вами уже это разобрала. На 6-м уровне и сделать плавную растяжку до десятки. Я ответила на ваш вопрос. То есть мы делаем это через растяжку цвета, то есть через AirTouch. AirTouch – это, во-первых, бесшовное у нас с вами мелирование. Идет сразу автоматическая плавная растяжка от темных корней к светлым концам. Вот оно реально идет плавное. Поэтому, когда вы хотите от шестерки перейти в десятку, плавную растяжку, у вас она уже будет с помощью AirTouch. Вот. Потом вы, если хотите, можете сверху затонировать. Можно затонировать как растяжкой цвета, на корне там шестерку, если это седина. Дальше вы делаете восьмерку и дальше делаете десятку. И давайте я вам нарисую, чтобы это наглядно было. Вот, например, допустим, вы сделали первый момент, это AirTouch, то есть мы с вами шестерка переходит в десятку, да, то есть у нас растяжка цвета. И, соответственно, первый момент у нас с вами это давайте вам полотно волос нарисую сразу, чтобы это было видно. То есть первый момент мы делаем AirTouch, да, то есть сделали AirTouch. И теперь на AirTouch мы с вами наносим краситель, да, и у нас с вами делятся вот так, да, вот так, но лучше, наверное, вот так, чтобы светлого побольше было, чтобы все-таки подольше ходила ваша клиентка. Мы с вами берем шестерку, да, шестерка, наносим шестерку, наносим ее вот так. Берем восьмерку, наносим ее вот так. И здесь мы берем десятку. Понятно? И наносим ее вот так. И вот здесь вот у нас на стыке с вами идет смесь цветов. То есть здесь у нас с вами получается семерка, здесь у нас получается девятка. И плавный переход идет в десятку. Ответила здесь я на ваш вопрос. Здесь, когда мы с вами делаем AirTouch, соответственно, для корней, да, если это седина, мы используем 6% оксид, конечно же, добавлением нашего усиления цвета, потому что седина у нас это седина. Если нет седины, то, значит, мы используем для нейтрализации и для усиления. И, соответственно, здесь уже цвета у вас то же самое это все учитывают. Потому что здесь у нас десятка чистая, там уже своих волос на концах практически нет. Да, у нас с вами обесцветились. Поэтому цвет ложится чисто. Можете только лишь добавить нейтрализацию. Усиление цвета это посмотрите по полотну по надобности. Мы с вами, когда из шестерки переходим в десятку, переходим через AirTouch. Вы мне не написали, ответила я на ваш вопрос вот по решению этой задачи. Я думаю, что я ответила. Эта задача легкая. Дальше уже просто идет как тонирование, растяжка цвета. Вы можете затонировать, опять же, только, скажем так, в мойке, да, если седины нет, для того, чтобы натуральная база шестерка ваша не тронулась.
В мойке, когда мы с вами тонируем, держим, естественно, от 5 до 20 минут. Все зависит от того, какой вы хотите получить насыщенности оттенок. Да, но не забывайте, после AirTouch я тоже рекомендую вам сделать лечение. Лечение, которое вам опять даст наполнение, то есть вы поменяете минус на плюс, да, то есть вы наполните волос, он у вас уже не пустой, за счет этого не будет переоседания цвета. Помимо этого, в лечение вы сразу можете добавить нейтрализаторы, для того, чтобы у вас именно потом растяжка цвета легла более ровно. Не помню, кто мне написал вопрос этот. Так, Татьяна, напишите, все ли понятно вам, то, что я написала. Рассказала вам по поводу растяжки цвета, когда мы переходим из шестерки в десятку. Напишите, пожалуйста, да или нет. И давайте с вами теперь мы хотели рассмотреть с сединой 80%. Значит, с сединой 80%. Давайте с вами выясним. Мы писали сединой 80%. Скажите, пожалуйста, она везде равномерно рассеянная или она у нас очаговая есть седина? То есть где-то 80, а где-то все-таки меньше. Может быть, эти 20% на то, что у нас на затылке натуральных волос, например, допустим, больше, чем у нас на теменной зоне. На теменной зоне там практически 100%, а на затылке у нас там осталось вот этот вот 20% натуральных волос. Саглар, по-моему, вы мне писали это. Напишите, пожалуйста. По поводу того, какую все-таки мы должны взять условия задачи. Потому что вы же понимаете, от этого условия задачи и зависит оно, само решение задачи. И опять же, в какой уровень мы хотим с вами попасть. Например, допустим, если у нас с вами, как вы говорите, 80% натуральная база, да, седины имеется в виду, 80%, у нас уже практически невозможно определить свой натуральный цвет. Да, его практически нет, да, поэтому мы с вами, как правило, работаем именно по программе как стопроцентная седина, потому что определить свой натуральный цвет на 80%, ну, не представляется возможным. Там единичные какие-то волосики где-то будут попадаться, и как нам под него тогда отсчитывать? Нужно определить, что мы хотим с вами, во что мы покрасить хотим. Какой у нас с вами 80% седины? Мы хотим покрасить в десятку, мы хотим покрасить в девятку, в восьмерку, в семерку. Во что? В пятерку. Пятерку мы с вами разбирали, кстати, по-моему, окраска в пятерку мы с вами разбирали на предыдущих уроках, на предыдущих наших вебинарах. Поэтому давайте, ну, разберем десятку. Хотите девятку? Давайте девятку разберем. Хотите девятку? Давайте девятку. Значит, смотрите, значит, у нас 80% седины. Да, седина. Это первое условие. 80% седина. Натурального цвета мы здесь практически не видим, поэтому мы не пляшем от него. Вообще никак. И, значит, у нас желание, например, допустим, желание 9,7. Да, вот она хочет вот такой вот цвет. 9,7. И нам надо с вами думать. Первое, что основное для нас, это нам надо разобраться, какой у нас волос. Толстый, тонкий, седина стеклянная, не стеклянная. То есть мы должны от этого еще плясать. Да, потому что у нас за счет вот этой толщины волоса понятно будет, как прокрашивается волос. Хорошо ли прокрасится, либо нет. Так как у нас с вами все-таки седина 80%, у нас существует определенная формула закрашивания. Напишите мне, пожалуйста, какая формула закрашивания, например, в 10. Ага, Ангелина, ну я взяла 9. Нормально же будет. Угу. Так, значит, если седина, итог на 9 УГТ не нужно. Щетинную смесь для стойкости. Да, все поняла, спасибо. Так, хорошо, видите? Ага, да. 9. Значит так,
Мы с вами решили девятку. Простите, я переключилась, просто читала ваши, я думала, какие-то вопросы. Ну, здесь, в общем, все нормально. Да, значит, давайте. Если у нас с вами должны мы разобрать, какая седина, да, у нас с вами бывают толстые волосы, бывают тонкие волосы. Если у нас как бы тонкие волосы на десятке, то оно на 6% возьмется. На 6% у нас нормально отработает. Если у нас с вами толстая седина, то, возможно, покрытие волоса на 100% не получится. Получится блик. Вот поэтому, когда мы с вами по технологии знаем, что седина работает 6% окислителем, не ниже. Да? Почему? Мы можем седину работать на 4,5, я вам говорила на тех уроках, да? Но когда тонкий волос, но тогда, когда у нас мало седины. Когда у нас седины много, мы не можем взять 4,5%, у нее не будет, скажем, такой-то смеси, не будет мощности раскрытия тогда кутикулы полного. А нам надо воздух вытеснить, воздух заменить нашим искусственным пигментом. Поэтому, если у вас седина толстая, вы можете немножко добавить туда девяточки. Например, допустим, если у вас 30 грамм окислителя, да, вы делаете как для щетинной смеси, то вы 20 грамм добавляете 6% оксида и 10 грамм девяточки. И тогда у вас процесс сильнее будет запускаться, то есть мощнее, сама смесь будет мощнее. Ну и давайте с вами рассмотрим все-таки варианты решения вот этой вот задачи. Значит, мы с вами на 9 уровне, да, должны сделать, да, так как желание у нее 9 уровень. Значит, у нас здесь нам не надо с вами никакой предпигментации, потому что у нас идет затемнение, да, натуральной базы, да, на сколько получается? Мы с вами, да, на десятки считайте светлый, 10, 9, да, то есть на 2 тона, на 2 тона. То есть у нас затемнение идет всего лишь на 2 тона. Поэтому, да, никакой предпигментации нам здесь вообще просто не требуется. Поэтому мне напишите формулу для классического разведения закрашивания седины красителя. Напишите, пожалуйста, мне формулу, и давайте сейчас поговорим о ней. Жду от вас формулу. У нас с вами здесь какой-то должен быть краситель, да? Какой-то должен быть краситель, да? И плюс у нас должен быть оксид. Вот давайте с вами решим. И что-то еще должно быть в плюсе. И вы мне напишите, пожалуйста, что в плюсе должно быть. Давайте, девчонки, включайтесь в работу, думайте быстрее. Потому что седина – это тоже важный момент, потому что у нас очень много людей приходит с сединой. И когда мы с вами говорим вот именно о вот этой 80-100% седине, цвет на уровне девятки и десятки, да, вот десятка будет, когда смываться, меньше будет, естественно, контрастности. Девятка чуть больше будет контрастности с сединой. Но с этим хотя бы можно ходить. Сами понимаете, что когда у нас практически 100% седина, у нас, если вы краситесь в темные цвета, у вас просто через 2-3 недели уже волосы идут отдельно от головы, да, потому что полоса у нас здесь идет уже своих вот этих светлых волос, что опять же очень контрастно и достаточно некрасиво. И люди мучаются и ходят краситься каждые 3 недели. Что касаемо окрашивания на уровне десятки и девятки, то люди ходят нормально месяц, а то и полтора, потому что здесь уже менее контрастное окрашивание. Так, 1 модный, 2 натуральных и 6%. 9,0, 9,7, 1 к 1, 6%. 6% 1 к 2. Скажите, пожалуйста, вот 9,7, 9,7, 1 к 1. Разве эта формула у нас подходит для закрашивания седины от 50 до 100%? Там, да, или там, сколько мы с вами берем? 30-50, 50, 70, 70, 100. Вот подходит ли у нас с вами вот это правило 9,0 плюс 9,7, 1 к 1. И еще плюс окислитель 6% 1 к 2. То есть получается, мы взяли с вами
30 грамм краски и 60 грамм окислителя. Сможем ли мы этой смесью покрасить седые волосы? Таше. Это, по-моему, Татьяна у меня была. Татьяна, к вам вопрос. Можем ли покрасить? Вот Валя в данном случае 9,02 части, а одна часть 9,7. Так, 9,7, 6%, одна часть модный, 9,00, две части. Да, в большинстве случаев девочки мне ответили совершенно верно. То есть нам надо взять две части натурального цвета и одна часть модного цвета. Так, натуральный 0,0, 1 к 1,5. Значит, 1 к 1,5 это у нас по технологии разведения чубак. Чубак, ответьте мне, пожалуйста. Краски надо в 1,5 раза больше, чем окислителя. Ангелина пишет. Ну, давайте с вами теперь разберем все-таки подробно, да, потому что здесь у нас, мы когда говорим с вами о том, что, Ларис, вот это вот у нас разведение 1 к 1,5, это что такое? Это одна часть краски, 1,5 части окислителя? Насколько по формуле я знаю, нет. Да? А если это у вас краситель так разводится, да, если, знаете, у многих брендов краски разводятся 1 к 1,5, да, у некоторых брендов 1 к 1 разводятся красители. Мы тоже это принимаем во внимание. Но мы сейчас говорим, в основном, сейчас вот говорим на языке Estelle, да, там разводится 1 к 1 для седины. Поэтому давайте с вами, вы адаптироваться уже будете и понимать это уже под свой бренд. Если у нас с вами 1 к 1, и мы делаем щетинистую смесь, чтобы и уменьшать будем оксид, то у вас это просто будет разведение 1 к 1. Да, и тогда вы таким образом смесь сделаете более щетинистую. Вот, значит, соответственно, мы с вами решили, что мы берем модного цвета 9,7, да, и 9,0. Значит, смотрите, у некоторых брендов есть 9,0, но у некоторых брендов есть 9,00. Поэтому, конечно же, когда у нас седина вот такая вот большая, лучше взять 9,00, если он есть. Но если нет 9,00, то, соответственно, мы берем 9,0. Скажите, пожалуйста, ведь вы понимаете, что у нас пигменты, насыщение пигментом вот этого красителя, да, гораздо больше в 9,00. Он больше пигментированный, чем 9,0. Согласны? И, соответственно, у нас с вами получается, что взять лучше более сильно пигментированный краситель, чем обычный. Но если его нет, ну, значит нет. И давайте с вами все-таки посмотрим. Окислитель мы с вами правильно, как вы заметили, берем 6%. И, значит, у нас с вами две части к 1. То есть получается, по правилу колористики мы с вами пишем. Здесь у нас с вами 30%, здесь у нас идет с вами 30 грамм, здесь 15 грамм. И окислитель у нас по правилу колористики 45. Правильно? Скажите, пожалуйста, получим ли мы с вами на выходе 9,7? Вспоминаем с вами о том, что у нас с вами 9,0, да, разбавляет 9,7. Он разбавляет 9,7. Поэтому у нас с вами на выходе получится 9,07. Но у нас получается с вами так как все-таки 9,0 и 9,7, они считаются коричневыми, и тот, и другой цвет, то, в принципе, нас на корнях это мало беспокоит. Нас беспокоит только одно. Мы взяли 6% окислитель. Вспоминайте, я вам говорила на том уроке, да, не на том уроке, а в каждой, когда мы говорим про шоколад, я в каждом с вами, в каждом прямом эфире говорю, в шоколаде содержится что? Вспоминаем, что содержится в шоколаде. И когда мы с вами берем 6% оксид, что мы на выходе получим? Какой мы цвет получим с вами на выходе? Поэтому эти две смеси, все бы ничего, но у нас с вами 6% оксид. Правильно.
Правильно, правильно, Надюш. Мы с вами получим, чуть-чуть будет бликовать вражинку. То есть мы с вами на выходе, в принципе, да, что мы с вами получим вот в данном случае? Мы с вами получим где-то 9,074. Где-то вот такой, где у нас четверка с вами, что это? Идет медь. Семерка коричневый. То есть где-то вот такой вот цвет. Поэтому, чтобы этого не получилось, что мы с вами сюда должны добавить? Правильно, Ангелин, красный, да? Красный, медь это на уровне девятки у нас с вами, да, медь идет. А на уровне, естественно, семерки, шестерки это красный. Да, там уже будет красный преобладать. Поэтому шестерки, пятерки красный преобладает. Но это вы уже дальше знаете. Совершенно верно, Ангелин. Поэтому здесь преобладает у нас с вами медь. А, соответственно, мы на выходе получим вот такой цвет. Так что нам надо сюда добавить еще, чтобы нам все-таки получить 7,4, да, ой, вернее, это 9,07, 9,1 или корректор. Прекрасно. Совершенно верно. Но мы с вами говорили о том, что наши красители имеют более сбалансированные цвета, да? Поэтому лучше добавить, конечно же, краситель. Корректор вы, конечно, тоже можете добавить, то есть вообще не вопрос. Но лучше всего все-таки нам добавить с вами обыграть краситель, да? И опять же, тогда мы с вами добавляем 9,1. И раз мы добавляем 9,1, это тоже модный нюанс, правильно? Модный нюанс. И тогда мы с вами здесь добавляем, кто мне там написал 1 к 1? Валя. Валя пятерка, правильно, 1 к 1. И здесь 8 грамм, да, потому что у нас 8,5 не получается, на весах мы можем с вами вот так. То есть добавить здесь 7 грамм, вот этих 8, вот этих 30, и в итоге получится у нас 45, да, плюс оксида. И мы тогда с вами на выходе получим 9,07. Да, совершенно верно. Но здесь у нас есть но. Если у нас с вами стеклянная седина. Мы с вами, когда взяли 9,20, мы перестраховались немножко. То есть мы взяли пигмента больше, правильно? Но если у нас нет 9,00, а может быть у нас седина настолько прям вот стеклянная, что мы и даже 9,00 не закрасим. Что нам надо сделать тогда? Нам надо сделать с вами щетинистую смесь, да, щетинную смесь. А соответственно для этого нам надо с вами убавить, да, наш оксид. То есть если у нас здесь 45, то мы с вами должны оксида добавить, допустим, 35 грамм всего лишь. 30-35 грамм. То есть поменьше. 35 грамм, допустим, вот я добавила. То есть, соответственно, таким образом мы с вами сделаем щетинистую смесь. Понятно всем, девочки? То есть таким образом мы с вами перестрахуемся. И также мы с вами работаем, когда мы делаем на десятки. Если мы здесь берем не девятку, а десятку, то же самое, вот по такой же формуле, по такой же схеме мы закрашиваем. И также мы делаем более щетинистую смесь для того, чтобы перестраховаться. И обязательно добавляем сюда холодный, да, цвет. Но вот я люблю еще в эту смесь добавлять мой любимый антижелтый. Вот это же у меня такая получилась. Антижелтый. А получается все-таки он такой более бежевый, вот более симпатичный. Вы просто попробуйте. Этот рецепт я давала даже, когда красила какую-то клиентку, я давала этот рецепт прямо вот на ютубе. Не поняла. 1 к 1 что? 1 к 1? 1 и 1. Мы с вами смешиваем. У нас же с вами было 15 грамм модного нюанса. Помните? 15 грамм. Поэтому мы с вами добавляем 1 к 1 модного нюанса. Да? То есть общее количество 15 грамм, натурального цвета 30 грамм и, соответственно, окислителя
у нас с вами для щетинистой смеси меньше. То есть меньше на 10 грамм получается. Сейчас понятно, Надь? То есть мы с вами 1 к 1 смешиваем вот эти два красителя для того, чтобы нам получить на выходе вот этот цвет. Ну, отлично. Все, дальше длину, какая у вас там длина, вы ее тонируете, потому что вы мне не дали условия задачи по длине, значит, длина у нас на десятки, вы просто ее тонируете, тогда, опять же, смотрите по цвету, по длине, какой цвет. Если много желтого, можете добавить, помните, да, микстон, например, либо краситель. Смешать опять 9-7, смешать с... Но, опять же, не забывайте о том, что у нас цвет на концах может получиться темнее, чем цвет на корнях. Потому что у нас с вами здесь идет 6% оксид. Цвет слишком темный быть не может. Поэтому я вам рекомендую второе. Для тонирования длины мы должны взять 9,7 и плюс 10,1. Да? Соответственно, например, допустим, чтобы у нас чуть-чуть был светлее цвет. И, соответственно, у нас здесь будет грубо 20, а здесь 10. Понятно? Мы таким образом немножко сделаем светлее, и у вас разница тогда с корнями не получится. Корни у вас останутся на том же уровне, потому что не забывайте, что седину закрашивать гораздо сложнее. Плюс у нас оксид 6%. У вас на выходе может получиться не 9, а может получиться 9,5. Все зависит от толщины волоса, от многих факторов. Как у нас с вами принимает волос краситель. То есть от многих факторов. Поэтому как бы, чтобы вы перестраховались, то есть а не до, да, чтобы вам не пришлось второй раз корни тонировать. Просто на длину мы с вами берем уже 1,5% оксид, и значит здесь 30, здесь 60. Разводим с вами для тонирования. Время выдержки вы помните. Если мы делаем с вами без аммиачку, то есть полуперманент, то мы с вами держим 20 минут. Если мы делаем с вами аммиачным красителем, мы держим с вами 30 минут. От этого и будет время нанесения после корней. То есть сначала мы нанесли на корни, потом вы высчитываете, что вам все остальное время вместе надо выдержать, будет там 40-45 минут. Соответственно, либо через 10, либо через 20 минут вы наносите уже на длину. Да, для того, чтобы у нас осталось как раз время ровно выдержать все оставшееся время. То есть здесь учитываете, если безаммиачный это 20, если аммиачный, да, то есть, ну, как бы перманент, полуперманент, вы это помните, выдерживаем 30. И тогда все вместе уже смываем, да, для того, чтобы у вас получился более ровный оттенок. Это я вам как бы рекомендую уже из практики брать на длину чуть-чуть светлее, чтобы не затемнить. Потому что, как правило, у нас уже волос не единожды крашеный, и уже он окрашенный, он имеет краситель. Поэтому вам всего лишь его надо, ну, как бы придать легкий отлив. В конце концов, да, если у вас волосы короткие, вы можете то, что на корнях, вы можете в мойке что сделать? Сэмульгировать. Да, мы сможем в мойке, когда мы эмульгируем, полежать там 5-10 минут тоже для придания нужного оттенка по длине. Вы не сможете, естественно, на всю длину, на длинные волосы разнести. Вот этот краситель, вам его не хватит. Но если волосы короткие, вы вполне можете сэмульгировать, у вас опять же будет достойный цвет, и на длину тогда вам наносить не придется. А если вы будете использовать уходовые компоненты, добавлять в краску, которые у вас разрешены и которые вы как бы считаете нужным, то цвет будет еще и как бы держаться дольше у вас. И поэтому вам каждый раз тонировать полотно просто не надо будет, не придется. Так, с этой задачей, я думаю, мы с вами разобрались. Давайте теперь следующую задачу пишите мне. Я пока стираю, вы пишите. Здесь все понятно. Напишите ответ «да», «нет» или плюсики. И давайте следующую задачу будем решать. Пишите мне следующую задачу. Как видите, с сединой
от 70%, ну, скажем так, от 50%, да, почти нет сложности работать. Ну, 50, от 60 даже, так скажем. Сложности в основном с сединой, когда ее мало, потому что у нас натурального фона, осветления натуральных волос больше. И вот здесь нам надо прикладывать тогда мозги для того, чтобы понимать, что когда мы осветляем волосы, а у нас любой окислитель, как вы помните, осветляет волосы, любой, даже 1,5%, мы с вами понимаем, что он поднимет у нас чуть-чуть где-нибудь там на 1,5 тонна точно поднимет. Ну, не 1,5, простите, полтонна поднимет. То есть он это обязательно все равно это произойдет. И никак у вас по-другому не может быть. Вот. И к чему я это хотела сказать? Да. И, соответственно, у вас откроется фон осветления. И вот вам нужно тогда думать уже, что сделать, да, какие пигменты заложить заранее, чтобы у вас вот этого не произошло. Произошла все-таки нейтрализация. Потому что у нас с вами 1,5%, он слабый, но он все равно, у нас с вами перманентный краситель, да. И даже если полуперманентный, он все равно чуть-чуть поднимает, и в меньшей степени, потому что в самом полуперманентном красителе у нас содержится щелочей меньше, чем в перманентном. И у него вот этот процесс осветления, он уменьшается. Вы помните, как работает наш перманентный краситель? Сначала осветляет, потом затемняет, потом кондиционирует. Вот в полуперманентном красителе вот этот процесс осветления, он сокращен до минимума. Поэтому, конечно, полуперманентные красители, они работают мягче, все-таки меньше трогают базу натуральную. Ну, вы помните, я вас учила через закисление также создавать эти полуперманентные красители из перманентных красителей. Так что залезьте, посмотрите. Все у вас на гид-курсе. Помните, в нашем уроке колористика с нуля в тренинге в большом все это есть. Так, дальше. Следующая задача. Пока вы мне ничего не написали. Не решили, да, на что будем решать задачу? Ну, давайте тогда берем, возьмем наш, например, допустим, семерку, да, натуральная база семерка. Седина у нас будет 30%, грубо, да, пускай будет, ну, давайте 25, 30, мы, по-моему, с вами уже когда-то брали, да, 25% седина. Дальше у нас с вами желание. Она хочет, так, я не писала семерка, здесь у нас седина 25%. Так, желание. Ну что, она хочет все-таки остаться где-то на уровне десятки, да, но она готова натуральную десятку. Так, вот мне что-то написала. Седина, корень пятерка, седина 40%, длина шестерка, женщине блонд на 8 УГТ теплый оттенок. Так, на 8 УГТ теплый оттенок. Ну, давайте я тогда вот это вот все исправлю сейчас, так как мы не начали решать. И я сейчас напишу то, что нам тут предлагают. Так, давайте решим. Значит, у нас получается здесь 5 уровень. Здесь у нас, что там получается, 40%. Так, 40%. И, так, значит, у нас длина, она вся получается шестерка. И желание восьмерка. Так, и желание у нас с вами. Желание восьмерка. Теплая, да, то есть у нас теплая, это, например, допустим, вот такая, правильно? Желание 8Г. Правильно? Теплый, золотистый. Так? Давайте теперь с вами решать эту задачу. Давайте думать. Сейчас я чуть повыше напишу. Здесь длина шестерка. Первое. Давайте, значит, с вами рассуждать. Первое. У нас с вами пятерка. Да? Значит, соответственно, нам надо поднять до 8 уровня. Теплый цвет. Да, Г, правильно. Все, я поняла, на что ответ. А то я уже пошла дальше. Задержка идет, как правило, у нас с вами, наверное, в несколько секунд. И поэтому я уже, видите, пошла дальше, а вы мне только пишете. Ну все, я догнала.
Значит, давайте высчитывать. Нам надо осветлить. 5, 6, 7, 8. Смотрите, я остановилась на 8. Почему я остановилась на 8? Кто знает? Почему я остановилась на 4 пунктах? Почему я не пошла до 9 дальше? Кто знает? Напишите мне, кто знает. Я написала 4 пункта. Кто знает, напишите, пожалуйста, почему 4 пункта? Почему я не остановилась на 9? Потому что теплый цвет. Отлично. Умничка. Зарема. Зарема умничка. Потому что теплый цвет. Мне не надо осветлять больше. Меня вполне 9, вернее, простите, 8 золотая устраивает. И устраивает фон осветления. Совершенно правильно, Надюш. Вы у меня прям умнички. Все помните. Соответственно, 4 уровня. Какой окислитель поднимает на 4 уровня? Вспоминаем. Какой окислитель поднимает на 4 уровня? Значит, мне надо взять краску. Соответственно, здесь вы думаете, да, сейчас какую будем думать? У нас с вами должен быть процент окислителя. Какой? Так, 12. Валь, я не поняла, что это вы написали. Ангелина 9. Так, Ирина 12. Валя, я не поняла, что написала. Так, давайте высчитывать. У нас с вами есть определенный выбор оксида. Вот, выбор оксида. Наша с вами табличка. Сейчас я посмотрю, что у меня здесь написано. Вот смотрите. Если мы берем 9, то 9 осветляет. Видите? Если у нас краску мы берем 10 уровень или спецблонд, чем мы с вами будем работать? Да, все зависит от того, чем мы будем работать. Если у нас с вами спецблонд, то у нас он поднимет, видите, на 3,5 уровня. Если у нас с вами обычная краска 9-10 ряда, то, как видите, она поднимет только на 2-3 уровня. Да? Поэтому какой мы с вами берем все-таки, если мы берем 10? 12. Потому что 12 окислитель с 10 уровнем нам поднимет на 3,5 где-то уровня, да? А если мы возьмем спецблонд, то поднимет больше. Но теперь давайте с вами все-таки решим. Нам надо все-таки выйти в теплую 8, да? И, соответственно, давайте думать. Если мы берем 9 и берем какой-то на 10 уровне краситель, сейчас мы с вами решим. Простите, почему на 10? Нам надо с вами не на 10, а на 8. Потому что нам нужна 8 на 4 уровня. Нам надо поднять. Правильно? 8 у нас мощности имеет маловато. Но на сколько тонов она, получается, поднимет тогда? На 2-3, да, тона. То есть, получается, если мы возьмем в 10, ну, я просто пока напишу 0, да, но вы мне сейчас поправите. Надя, я помню. Я ошиблась, наверное, сказала, извини. Я просто на автомате прочитала. Надя, я помню, что, да, писала мне. Значит так, если мы возьмем, то у нас мы с вами выйдем, давайте считать, 2-3 уровня, да, у нас поднимет, если с 8. Это будет у нас 5, 6, где-то будет 7,5, да, получается 7,5 мы выйдем. 7,5 никак не 8, правильно? Нам же нужна 8. Поэтому мы с вами берем, да, 12%. И тогда мы с вами выйдем приблизительно уже где-то 8. Да, приблизительно уже тогда выйдем. Потому что мы понимаем, что 12% до 4 уровней нам может помочь. Ириш, пропустила условия задачи. Вот оно написано. Натуральная база 5, 40% седина, 6 у нас длина и хочет 8 золота. Простите, я же здесь написала, видите, не теми буквами. Золото. 8,3. Вот так вот у нас золото обозначается. Хорошо, что вы спросили, а то я даже не посмотрела. Написала, видите, по Goldwell буквами.
Так, повторила, все. Значит, тогда мы поняли с вами, что берем 12%, чтобы нам поднять до 8 уровня. Это мы как бы с вами разобрались только с одной частью нашей задачи, только с натуральной базой. Да, у нас есть еще одно решение задачи с вами, когда мы можем поднять. Это если мы с вами возьмем спецблонд. Правда? Если мы возьмем с вами спецблонд, видите, у нас есть же спецблонд. Как вы думаете, если мы возьмем с вами спецблонд, то у нас с вами на выходе получим тоже 8 и золотой? 8,3 получим, если мы возьмем спецблонд? Конечно, получим. Мы с вами можем взять, и мы, как правило, понимаем, что лучше взять все-таки, чтобы он у нас был немножко нейтральный, потому что с этим цветом он будет очень сильно желтый. Розабель, привет, но я не очень понимаю, что здесь написано, потому что я говорю по-русски. Вот, но все равно привет. Поэтому, если мы с вами возьмем 101, мы чуть-чуть, как бы, да, немножко уберем, заматируем наш ненужный пигмент. Поэтому мы с вами можем взять, например, допустим, 9% оксид и наш 101 цвет. И мы с вами тоже выйдем в 8, потому что мы помним, что со спецблондами у нас 9, помните, да, тоже поднимает до 3,5 тонов. То есть, так как еще плюс у нас температура на коже головы высокая, да, мы, соответственно, сможем с вами еще вот таким вот образом сыграть. Потому что температура тела выше, чем, и получается, корни волос, у них температура более высокая, чем по длине. По длине более холодная. Поэтому мы с вами можем либо так решить вопрос и выйти в золотой цвет. Вот. Единственное, вы должны тогда сказать мне, какой мы здесь будем брать краситель. То есть 101, понятно, что у нас с вами седина, помните, да? 101, когда мы берем, мы с вами не учитываем нашу седину. С этим все вот просто, да, мы с вами это я убираю, потому что мы с вами предыдущую задачу с сединой также разбирали. Обычно 8,3 не хотят. Кто-то мне... Ириш, понимаете, дело в том, что не всем идут холодные цвета. И чтобы, понимаете, вот цветоощущение у всех разное. Вот вы сделаете 8,3 ей, она посмотрит на себя и скажет: боже, пипец, я рыжая. Вот. И все. И это будет уже тогда плохо. Поэтому я и говорю вам о том, давайте-ка продумаем с вами, какой все-таки взять нам цвет, чтобы хотя бы выйти в 8,03. Потому что 8,03, он все-таки более натуральный, он более спокойный цвет, он не кричащий, он не похож на рыжий. 8,03, он все-таки такой больше натурально золотистый цвет. Поэтому, чтобы нам выйти в 8,03, нам надо понять, какой же мы здесь с вами берем тогда краситель. Давайте сейчас вот эту вот рассмотрим, первую задачу. Потому что со спецблондом мы с вами решали предыдущую. И там тоже была седина, которую мы с вами обыграли, да, и воспользовались ей. Так, значит, соответственно, у нас с вами какой должен быть? У нас 40% с вами седины. Какое разведение для 40% у нас по инструкции? По правилу закрашивания седины. Какое у нас должно быть, какая пропорция разведения красителя? Пишите мне. Значит, у нас какой-то краситель, значит, как я вам уже говорила, это идет 12% окислитель, плюс мы с вами решили, что нам надо поднять на 4 уровня, значит, сразу 12% окислитель. Считаем еще раз: 5, 6, 7, 8. Правильно? 4, 2 к 1. 2 к 1 чего? Ирина, вы, пожалуйста, пишите. Вот 2 к 1 мне непонятно, о чем речь. У нас с вами есть 3 формулы закрашивания седины. Первая формула, вторая формула, третья формула. Какую мы из 3 формул с вами используем? 2 к 1 я не понимаю. Какую формулу мы используем? Одна краски, 2 оксид.
У нас разве с вами тонирование? Мы с вами говорим сейчас не про спецблонды. Спецблонды я зачеркнула. Да? Спецблонды мы разбирали с вами в предыдущем задании, да, на предыдущем прямом эфире, который был в 11 у нас. Мы сейчас говорим с вами о восьмерке. Мы берем с вами восьмерку. У нас седина 40%. Правильно? Чтобы мы не получили 8,3, а на корнях получили 8,03. Потому что при осветлении 8,3 у нас что будет казаться? Он будет казаться медным. Он будет 8,33. А нам 8,33 не надо. Нам надо 8,3. Поэтому он на корнях у нас должен получиться в итоге 8,03, чтобы у нас более-менее смотрелось красиво. Потому что когда мы красим с вами, тонируем длину 8,3, это одно. А когда мы осветляем, это другое совершенно. Вот у вас при осветлении, когда мы делаем обычным красителем 8 уровня, у вас на выходе будет 8,33. 2 части модного, 1 часть натурального, Валя пишет. Все у вас перемешалось в голове. 2 к 2. 1 к 1. Вот теперь наконец-то правильно. Смотрите, у нас с вами 2 модного, 1 натурального. Используется при седине 30, да, то есть до 30%. От 30 до 50 у нас идет 1 к 1. 1 часть модного, 1 часть натурального. И дальше от 50 до 100 у нас с вами что идет? У нас с вами идет 2 натуральные, 1 модного. Вспомнили все? Поэтому у нас здесь разведение 1 к 1. Да? Поэтому давайте мы теперь с вами подумаем, какой же нам взять надо здесь, какой нам нужно восьмерку. Нет, Ларис, не 9, 8. Вот объясните мне, для чего нам 9, если мы выходим в 8? Я не очень понимаю, почему вы все время стараетесь вот на прошлых прямых эфирах. Ну, Ларис, я не конкретно про вас, что вы это конкретно пишете, но просто мне из девчонок кто-то пишет, что надо брать светлей. А для чего? Мы с вами берем сразу же 8. Так как у нас с вами седина и требуется натуральный пигмент, правильно, для того, чтобы закрасить, мы берем 8,0. Достаточно ли нам будет 8,0, чтобы получить 8,03? Скажите мне, пожалуйста. Или нам еще что-то сюда добавить надо? 8,6 фиолетовый. Надо добавить золото, Валя пишет. Зарема пишет 8,6. Но смотрите, давайте с вами здесь сейчас опять разберемся. Если мы с вами добавим золото, на выходе мы какой цвет получим? Если мы добавим золото, то на выходе мы получим еще более желтый цвет. Потому что у нас фон осветления, у нас с вами оксид 12%. Мы с вами должны будем осветлить на 4 тона. Да, совершенно верно, Зара, мы получим 8,33. А нам надо с вами 8,03. Потому что 8,33 он смотрится как рыжий. Понимаете, как медный. Она себя увидит и скажет, я же рыжая. Да, Тамар, мы можем с вами добавить и 8,6, и 8,1. Да? То есть мы с вами можем добавить эти цвета для нейтрализации. Совершенно верно. Почему? Потому что у нас на 8 уровне что получается с вами? На 8 уровне у нас с вами получается 34-й. Да? У нас 34-й фон осветления. Поэтому если мы немножко с вами добавим 8,1 и 8,6, у нас с вами будет прекрасный, да, ну или как у нас есть с вами же оттенок 8,16 или 8,61. Есть что-нибудь? Сейчас я посмотрю. Нету, да? 8 нету, 16. 8,66 есть. 8,66 есть. 8,66 есть. И все. Еще есть 8,1. Да, значит, у нас есть 8,66 и 8,1. Да,
можно сделать 8,16. Совершенно верно, Зарем. То есть мы с вами добавим, если сюда плюс 8,1 плюс 8,66. Сейчас я пониже напишу, потому что в граммах с вами, да, будем писать. 8,66, да. И дальше у нас с вами получится тогда вот этот вот цвет. И это вот равно 8,03 будет. И теперь давайте думать в граммах. Сколько вешать в граммах? Соответственно, нам надо, чтобы у нас получился не совсем нейтральный, да? Поэтому мы с вами будем использовать правило какое? Правило нейтрализации. Какое мы с вами здесь будем использовать? Пишите мне, пожалуйста. Значит, здесь у нас с вами две части, а вот этого у нас должно быть одна часть. Давайте я, знаете, как напишу, чтобы объединить мне было лучше. Здесь вот, сейчас я вот так изменю. А вы мне пишите правило нейтрализации. 66, и это плюс 8,0 будет у нас. Правило нейтрализации какое мы используем? Давайте, мои хорошие. Значит, это здесь у нас должно быть с вами одна часть, и этого одна часть. Грубо здесь у нас 20, да? Значит, здесь у нас, соответственно, сколько будет? Если мы добавим 10 и 10, то сколько будет? 20, да? Но обратите внимание, что если мы сделаем вот так, у нас на выходе будет где-то 8, а вот получится 8,03 как раз. Смотрите, почему. 10 и 10, все правильно, Зарем. Почему? Потому что у нас с вами какой окислитель? 12%. Правильно, 12% очень хорошо съедает наши с вами холодные пигменты. И если мы с вами возьмем вот в такой пропорции, мы как раз получим вот этот вот спокойный цвет. Понятно? Это вот у нас с вами только лишь решение для натуральной базы. Фиолетовое золото будет грязноватое, ведь на фоне осветления будет грязновато, ведь. Фиолет плюс золото. А я не понимаю, почему такой вопрос. Откуда у нас здесь с вами фиолет плюс золото? У нас здесь фиолет плюс натуральный цвет. Да, натуральный нам надо с вами для того, чтобы мы с вами закрасили 40% седины. А, соответственно, вы уже разбавляете свой фиолет, да, здесь, который и пепел. А еще плюс у нас 12% окислитель. Поэтому у вас получится на выходе только вот этот цвет. Где вы видите здесь, чтобы он на выходе у нас получился фиолетовый? Мы же сюда микстона с вами не добавляем. Нам с вами нужен для того, чтобы он не получился 33-м. То есть мы должны с вами 33-й наш с вами нейтрализовать. То есть трешку, которая первая. И вот это нам даст нейтрализацию вот этой первой трешки. Останется именно вторая. Дальше. Понятно я объяснила? Скажите мне, пожалуйста, напишите. Понятно, что я сейчас сделала, для чего я это сделала? Потому что на корнях 33 смотрится как медь. Да, отлично. Теперь давайте дальше рассуждать. Дальше у нас с вами натуральная, вернее не натуральная, а длина шестерка. Да, понятно, отлично. Длина у нас с вами шестерка. Но у нас-то желание 8,3. Так что сделать нам с этой шестеркой надо? Да, на корне понятно, отлично. Дальше, значит, вот второе. Значит, у нас длина шестерка. Давайте с вами соображать. Нам надо что сделать ее? Нам надо снять цвет, да, опять же. Нам надо осветлить 6, 7, 8, да, получается на 3 тона. На 3 тона. На 3 тона. Девчонки, я вас люблю. У нас с вами желание восьмерка. Это косметическая база.
Вот вы возьмете 8,6% окислителя, и что из этого получится? Ничего не получится. Вы оставите полосу, как она есть. Потому что у нас восьмерка не перекрасит 6%, вернее, шестерку. Она не осветлит ее. Нет на этого у нее мощности. Нет у нее способности. Восьмерка у нас с вами ни в коем случае не осветлит шестерку. Вообще ни разу. То есть для этого нам надо сделать какие-то манипуляции. Раз у нас с вами длина шестерка, а у нее желание восьмерка, значит здесь какая-то косметическая база уже есть. Нет, Зарем, мы не будем гадать. Мы даже если возьмем 8 с 9% оксидом, у нас не получится осветление, потому что я вам уже рассказывала, что мы почистить уже ранее окрашенную базу, вспоминайте, можем только чем? С помощью дополнительных манипуляций. Манипуляция, например, правильно, Валя, например, почистить порошком. Правильно? Можем на 3 уровня тона поднять. Можем. Дальше мы можем что сделать, помимо этого? Мы можем использовать 12% спецблонд с 12% оксидом. Вспоминайте, мы с вами делали даже цветовые подложки, когда мы используем цветовые бани, можно поднять на 2 уровня тона. Если мы просто берем чистый спецблонд с 12% оксидом и смешиваем там, помните, я вам рассказывала, 1 к 3, 1 к 4, там 1 к 2, мы тоже можем на сколько-то поднять. Кислая смывка. Можем кислую смывку тоже сделать, да? Но вопрос. Кислая смывка, она не осветляет. Вы не путайте, пожалуйста, Валь. Кислая смывка, она не осветляет волосы. Вы снимете цвет, да, шестерку, и вы останетесь натуральная база шестерка. То есть у вас останется фон осветления какой? Медный. А вам-то надо восьмерку. И потом тогда вы можете снять сначала цвет, и потом, взяв наш вот этот вот краситель, то, что мы с вами здесь продумали, да, и нанести уже тогда на полотно. Но, опять же, полотно у нас какой длины? Вот здесь сработает вот эта смесь? Не сработает. Она у нас сработает, если короткие волосы. Тогда у нас это сработает. А если у нас с вами длинные волосы, так, работала на повышение оксида, начиная с 3 по длине, на порошке сдвинулась только на 1 УГТ. Так, по длине на порошке сдвинулась на 1. Вот. О чем и речь? О чем как раз я вам и говорю. Что у нас с вами... Угу. Ну, тут, понимаете, тут волнистые волосы либо прямые, тут разница в длине. В длине вот это длинное полотно, оно холодное. Густые, не густые, тут уже не важно. Тут просто это количество времени работы получается. У вас здесь холодно, здесь теплее, а тут горячо, понимаете? Поэтому здесь работает лучше, чем работает здесь. Если вы сделаете кислой смывкой, вы смоете косметический цвет, но останетесь на фоне осветления натуральной базы, да? То есть на фоне осветления натуральной базы, не натуральной базы, а на фоне осветления шестерки, простите, заговорилась уже. Фон осветления шестерки это медный. Если вы вот этот вот возьмете окислитель, вернее эту смесь с 12% нанесете на всю длину, у вас корни покрасятся, а длина нет. Потому что здесь не хватает температуры. Здесь волос уже окератиненный, закератиненный, волос уже застаревший. Вы здесь не снимете ничего. Понимаете? Вообще никак. Поэтому мы, как правило, с вами с длиной, когда нам надо шестерку снять, мы работаем либо порошками, либо работаем через фольгу. Да? Не либо, а работаем через фольгу. Потому что мы с вами... Помните, я вам говорила, что даже 12% окислителем со спецблондом мы с вами можем поднять, но просто шестерка вот здесь внизу, она не двинется сильно, она не будет на 4 уровня осветлять, она осветлит только вот здесь вот у вас с фольгой. Поэтому вам рекомендую как бы идти постепенно, да, постепенно, начиная с низа, идти до корней, как вот написала, забыла уже,
Таш. То ли Таня, то ли Наташа, я не поняла. Написала именно с повышением процента. Слайсингами, фольгой по длине до середины. Правильно, Таня, да, Танюш, хорошо. Я вот вам и рекомендую. То есть начинать и идти наверх. Вы таким образом только, как ни крутите, нам все равно нужно это осветлять. Она хочет ровный цвет. Она не хочет полосатый цвет. Вот никак не хочет. Поэтому вы можете сделать порошком снимать цвет. Вы помните, у нас разные проценты окислителя. Но опять же не забывайте, когда вы говорите, я начинаю снизу с маленьким процентом, 3%, и иду на повышение. Поверьте мне, 3% вот здесь на холодной длине, оно не больше одного уровня и поднимет. Понимаете? Как правило, у нас с вами идет повышение процента к низу. То есть здесь у вас температура будет теплее, здесь холоднее, здесь холоднее, здесь холоднее. Поэтому мы с вами наоборот повышаем процент. То есть вы разводите 3, 6, 9, да, например. И мы с вами между еще перемешиваем. То есть у нас серединные базы перемешиваются. И на концах у вас 9% идет. Мы работаем с лайсингами с фольгой. И, соответственно, мы с вами смотрим всегда, какой фон осветления у вас там идет. Соответственно, вы должны дочистить, чтобы у вас меди не было. И вы каждый раз, начиная с первых прядей, смотрите потом их, чтобы не передержать. Потому что нам десятка не нужна. Нам нужно хотя бы выйти тогда, чтобы более ровный цвет был до 8,5. То есть, чтобы у вас получился все-таки третий, 8,3, а не 8,34, как у нас с вами идет на 8 уровне фона осветления. Да? У нас 34 идет, а вам надо до 8,30, до 8,3 дойти. Поэтому вы, наоборот, повышаете к низу процент, а не повышаете его кверху. У вас здесь менее накопленный пигмент, который идет у нас от красителя, от искусственный пигмент. У нас более накопленный внизу. Понимаете, о чем речь? Поэтому мы с вами идем на повышение оксида вниз. Не снизу вверх, а сверху вниз. И под фольгу. То есть вы берете полотно, то есть берете слайс, кладете на фольгу, отступая именно от кожи головы, наносите 3%, наносите 6%, перемешиваете между трешкой, да, шестеркой, дальше шестерку перемешиваете с девяткой, и получается вы по полотну нанесли с увеличением процента к низу. Понятно? Доводим мы до 8,3, то есть второй у нас этап. Это значит, а мы сейчас по цифрам 1, 2, 3 расставим, естественно, все. Так, что там получается? Так и работало. Корни затемнило, так как их не трогало при тонировании 7,81, 8,01 к 1, получила грязь. 81 у вас это фиолетовый или синий? 81. Татьяна, напишите мне, пожалуйста, 7,81 это у вас синий? Лонда, это синий. Вы сами себя услышали? Вы взяли 7,81. Вы взяли синий. У вас фон осветления желтый. Почему вы получили грязь? Вы теперь можете мне ответить на это? Изначально вы взяли не те цвета. Не те цвета, потому что синий на желтый, что у нас дает? Дает зелень, как раз вы об этом и говорили. Вот, и потом вы еще делали баню из микстона 45-го. Ну, вот видите, усложнили себе жизнь. А всего лишь нужно было правильно подобрать цвет. Вы тем более говорили, что хотели 8,3, а взяли изначально 7,81. 7,81 это вообще ни разу не 8,3, да? Это если вы, конечно, разведете 1 к 2, то может быть. Если затемнение корня, ну, здесь тогда да, вы получите темный цвет. Но на 1,5% оксиде, ну, вообще просто не то сделали. Давайте с вами теперь вот это вот все как бы еще раз проговорим. Значит, у нас с вами, да, шестерку длину нам надо снять порошок, то есть обесцвечивание. Обесцвечивание. Правильно?
И вы вышли у меня тогда 8,3. Вот у вас длина теперь получилась 8,3. Но она получилась 8,3. Помните, это не краситель. Она получилась обесцвеченный фон осветления. То есть 8,3 он получился, ну, 8 даже, знаете что, не 8,3, а у нас с вами 8,5, 3. 8,5, 3. Вот такой вот цвет у нас получился. Потому что мы с вами должны довести до этого цвета. Он более яркий. Нам его оставлять нельзя. Это потому что фон осветления. Красители 8,3, они все-таки спокойные. А красители, фон осветления 8,3, он очень интенсивный. Я вам уже показывала вот эту вот картиночку, что 8, видите, желто-оранжевый, да, вот фон осветления вот такой. А интенсивный, ну здесь вам надо довести до 8,5, чтобы меди было меньше, чтобы легче было это заделывать. И, значит, соответственно, давайте дальше думать. Мы с вами обесцветили и получили 8,5, 3. Да? И, соответственно, вы понимаете, что здесь у нас было обесцвечивание длины. А значит, соответственно, если мы сначала покрасим корни, потом положим обесцвечивание, сделаем обесцвечивание длины, то есть ли смысл этого всего? А потом нам надо будет сделать еще тонирование, да? Понимаете? То есть это получается попкин труд, у нас не получается правильного решения. Поэтому у нас с вами по логике обесцвечивание должно быть первым. Дальше у нас с вами на корне должно быть вторым. И здесь уже у нас идет тонирование длины. Но как только, вы помните, мы делаем сильные, мощные процедуры, а значит, соответственно, когда вот мы берем либо спецблонд, да, именно для переходящего цвета, когда мы им снимаем с полотна, либо порошки, когда мы снимаем опять, да, цвет с полотна, то есть мы работаем очень сильными красителями. Мы с вами обязательно должны сделать лечение. То есть у нас с вами на третьем этапе лечение. Помните, чем у нас еще хорошо это лечение, да, с маской, которую мы делаем. Мы с вами, ой, простите, пожалуйста, мы с вами что делаем? Мы с вами сделать можем сразу и заложить нехватающих пигментов туда, и также сделать нейтрализацию. Вы смотрите, что у вас получилось вот здесь, да, какой цвет. Если у вас получился все-таки 8,34, вы закладываете в маску, насыщаем полотно, совершенно верно. Вы закладываете в маску, Зарем, правильно, мы закладываем в маску с вами именно тогда нейтрализатор, который нам с вами нейтрализует наш медный цвет, да, то есть вы закладываете об этом. То есть для того, чтобы потом просто затонировать и уже получить более красивый оттенок. То есть лечение с насыщением, да, и четвертое у нас с вами идет. То есть мы с вами делаем, это не третье, опять же, а второе. То есть получается у нас обесцвечивание длины, дальше лечение, третье у нас с вами окрашивание корней, и сразу же у нас идет тонирование. И вот теперь давайте думать, что же нам взять в тонирование. Да? В тонирование, значит, у нас с вами тонирование идет обязательно, значит, окислитель уже слабый, 1,5%. И давайте думать тогда, какой нам с вами взять цвет для тонирования, чтобы получить 8,3. Какой нам с вами надо взять цвет? Мы с вами сразу же берем 8,3 и получаем как раз нужный нам оттенок. Но, значит, смотрите, будьте очень аккуратны. 8,61. Зарема, у нас 8,3 желания. Зачем нам холодный цвет брать? Мы с вами не получим тогда теплого цвета. Мы же привыкли к тому, что у нас девчонки просят все время теплые, холодные цвета. А теплые мы не рассматриваем, они и сами получатся, да? Вот. Но на самом деле, что много клиентов, которым идет теплый цвет. Поэтому вы тоже как бы думайте, что нужно сделать. И, значит, смотрите сюда еще. Момент такой есть, что вот здесь, когда мы с вами делаем, да, корни, и вот это вот у нас обесцвечивание, вы понимаете, что вот здесь у нас с вами
на обесцвечивание, когда попадает, у нас может быть цвет такой средний, как у нас Таня тут говорила, грязноватый. Потому что здесь у нас идет натуральный, и здесь идет еще плюс, видите, холодные цвета. Поэтому вы, как бы опять же, с клиенткой разговариваете со своей, да, вы, когда покрасите ее, вы в мойке уже это увидите. Вы можете сделать в мойке небольшую нейтрализацию ей на переходный цвет. Вот здесь, да, когда у нас идет цвет, накладывается на обесцвеченные волосы. Вы помните, что у нас процент 12, он может поднять здорово. И как бы у нас с вами идет 8 золота. Поэтому мы с вами перекрываем полотно. Сейчас я вот здесь вам нарисую. Вот наши волосы. Да, мы с вами берем корни вот здесь. Вот этот состав у нас идет. Да, вот этот состав. Вот здесь этот состав идет. А вот этот состав у нас идет вот здесь. И вот здесь мы с вами перемешиваем его. И вот здесь он может получиться грязноватый цвет. Да, то есть нечистый. Вы тогда его подчищаете прямо в моечке. Так, сейчас для нейтрализации меди нужно брать один направление или только синий микстон. Вы имеете в виду для нейтрализации вот здесь, в лечение которое? Мы когда делаем лечение, мы используем в лечении только кислые прямые пигменты. Если вы добавляете в маску микстон, он у вас работать не будет. Да, у нас с вами микстон – это оксидативный компонент, да, то есть оксидативный краситель. Он у нас работает только при смешивании с оксидом. Если вы перманентный краситель, называемый микстон, смешаете с маской, ничего не произойдет. Не влечение. Так, Ир, а куда? Мне здесь ничего не надо нейтрализовать. Мне надо золото получить. Мы с вами только на корнях нейтрализуем. Почему? Чтобы не получился 30, то есть 34, чтобы не получился. Чтобы не было ощущения рыжего цвета. Только лишь вот здесь. А здесь у нас уже получился чистый цвет при обесцвечивании. Вот. Видите? Вот. Либо что мы с вами делаем? Значит, вот здесь вот я вам сказала про вот этот стык, да? Вот про вот этот стык. Вы смотрите, когда вы помыли, вы смотрите. Ириш, вообще, вот это не подходит. Где-то нам надо брать синий микстон, где-то нам надо брать пепельный микстон. Вы же видите, что мы решаем разные задачи, поэтому обсуждаем. По поводу меди. Опять же, сколько меди содержится, да? Потому что если медь содержится, это значит красный и желтый. Возможно, нам надо брать пепельный, да? Он будет нейтрализовать, и он будет и синий, да? А может быть, нам надо зеленый брать. Зеленый и фиолетовый, потому что красный и желтый. Может быть, зеленый и фиолетовый. Вы нейтрализуете тогда медь. Все зависит от цели, что нам надо делать. Мы же конкретно сейчас эту задачу решаем. Поэтому, когда идет вопрос, медь чем нейтрализовать, я поэтому не очень поняла, потому что у меня здесь ее нет. Я же вам говорила, пишите мне задачи. Вы же никто не пишете задачи, а потом спрашиваете. Давайте скакать не будем. Значит, слушайте, девчонки, по поводу того, что следующая встреча наша с вами, я с 1 числа ухожу в отпуск. Вот, поэтому там, естественно, я ни ваши ответы, ни прямые эфиры провести не смогу. Я буду не в Москве. Вот, и поэтому по приезду только мы с вами. То есть это будет у нас уже вторая половина июля. Я вам тогда напишу, когда мы с вами еще встретимся. Пожалуйста, до этого времени напишите мне свои вопросы, напишите мне решение задач, чтобы я понимала, что и где вы не понимаете. И я на основе этого построю вам еще решение задач. То есть мы с вами проработаем именно то, что вы не понимаете. Я же не просто здесь распинаюсь перед вами, я хочу, чтобы вы поняли. Скажите, пожалуйста, что касаемо вот этого решения, оно понятно?
Я просто не договорила вам по поводу того, что у нас, вот я говорила, что стык может быть грязноватым. Вы тогда обыгрываете его, помните, в моечке с помощью нейтрализации. Но у нас есть еще другое решение задачи. Видите, у вас здесь шестерка, а здесь пятерка. Как правило, мы можем с вами все обесцветить. Вот, обесцветить можем все, но помните, выводим ее до уровня 8,03. То есть до 8,5-3, простите, и потом просто всю тонируем. И следующее окрашивание у вас уже будет тогда вот по этой формуле. Да, то есть первое и второе, потому что вы цвет уже снимете. То есть вы можете пойти уже более простым путем, снять ей полностью цвет из корней и перевести ее уже в восьмерку. И тогда как бы у вас получается сначала вы сняли цвет, везде начинаем с длины, потом переходим к корням. Помните у нас, что на длине у нас цвет осевший, то есть цвет у нас, скажем так, закератиненный, а корни у нас чистенькие, у нас температура высокая. Корни у нас осветлятся гораздо быстрее, чем длина. Поэтому начинаем с длины слайсами через фольгу, потом наносим на корни, потому что вы уже помните, у нас корни остаются сантиметрик. До восьмерки мы с вами до 8,5, до третьего доводим все, смываем, делаем лечение и дальше накладываем уже тонирование чистое на всю длину. То есть этот вариант у вас будет легче, но все равно, когда вы будете красить ее вторым способом, вернее не вторым способом, а во второй раз, она к вам придет, вам уже тогда надо будет не через обесцвечивание, а вот через 12%, как мы здесь с вами писали. Привет, привет! У нас к новой подтянулись, но просто проблема в том, что мы сейчас уже на сегодня заканчиваем. Так, я вас убедительно прошу, я даже настаиваю на том, чтобы вы мне писали свои задачи. И это не просто так. Вы видите, вы задаете вопросы мне, а я не понимаю, к чему они. Вы приводите какие-то вот свои вот проблемные задачи. Вот вы с чем-то сталкиваетесь и не знаете, как решить. Давайте решим. Я же не против, разберем. Я вся для вас. Поэтому, пожалуйста, напишите мне все. Я же отвечаю вам. Нет же такого, что я не отвечаю. Просто я не каждый день могу отвечать. Но я вам всем отвечаю. Пожалуйста, я подберу вот этот вот как раз ваши проблемные места, и мы с вами их все быстренько разберем. Yes, I speak English, no, no, now. Вот, поэтому давайте, девчонки, я вас всех люблю, как всегда. Я вам желаю хорошо все во всем разобраться. Я вам желаю, чтобы вы включились в работу. И главное, вы сами поймите, то, что вы пока не начнете, вы не поймете этого до конца. Я желаю вам, чтобы вы быстрее начали, и поэтому, когда я еще даю вам решение задач, мы быстрее с вами освоимся. И те, кто, еще раз напомню, и те, кто еще не купил, не приобрел обучающий тренинг по поводу колористики, я приглашаю вас на GET-курс. Все, ставьте лайки, подписались, подписался. Все отлично, хорошо. Всем пока-пока, до встречи. Значит, мы с вами встречаемся во второй половине июля. Числа я вам напишу, так что вы... Спасибо большое, Ангелин. Спасибо, что вы это все цените. Это на самом деле, вы сами знаете, сколько занимает сил, времени, но мне действительно хочется, скажем так, замену себе найти. Я на самом деле подумываю уже о девочке, которая будет приходить ко мне на стажировку, потому что я уже взрослая девочка, и нужно думать дальше, как жить. Всегда в один момент ты уже не сможешь работать. Поэтому я всех очень люблю и хочу, чтобы у меня была полноценная замена. Всем пока-пока, хорошего вам дня, вечера, ночи, у кого что. Пишите мне свои вопросы. Все, пока-пока. Thank you.